тренд на строительство землянок в свое время задали Дмитрий с канала «Походный оптимист» и парни с канала «Лесные» во главе с Алексеем. Многие, глядя на них, стали строить эти подземные укрытия. И лично мне удалось уже увидеть самые разные строения, как по внешнему виду, так и по внутреннему убранству. Вы вместе со мной уже посещали микроземлянку, огромный дом под землей, любимую всеми землянку у реки, землянку Ильи с канала «Тайные тропы» и самую скрытную землянку. Все они очень сильно отличались друг от друга. И я думаю, что это в какой-то степени отражает характер и нрав человека, построившего их. Вот и в этот раз землянка, в которую я отправился в гости по приглашению, удивила меня. Но прежде чем до нее дойти, пришлось попотеть. Ведь мы с хозяином строения решили устроить небольшой челлендж. Он очертил мне квадрат для поиска на карте размерами 500 на 500 метров. И я сам должен был найти его строение. И несмотря на имеющийся опыт в подобном поиске, найти мне ее удалось чисто случайно, благодаря следам самого владельца, оставленным на снегу несколько дней назад, во время последнего посещения. Но не только его следы были мной найдены. Но посмотрим, как будут развиваться события. Непонятные следы какого-то животного, которое прыгает прям метра на 2. Может быть, вообще рысь. Смотрите, а здесь вообще прям метра на 3 прыжок был. Офигеть. То есть вот следы. И на 3 метра туда прыгнула какая-то животинка. Человеческий след. Я думаю, на таком отдалении от поселка, от ближайшей деревни, просто так человек здесь не мог гулять. И, скорее всего, эти следы ведут к землянке Виктора. Я думаю, это его след. Да, я не ошибся. И именно по этим следам я нашел землянку. Вот она, радость моя. Значит, будет сегодня тепло и комфортно. Ну что, друзья, догадались, куда я сегодня пришел? Совершенно верно, в землянку Виктора с канала «Лесные тайны». И по мнению некоторых зрителей, она считается самой узкой землянкой. А почему, вы сейчас поймете, увидев, как я захожу внутрь. Надеюсь, я не застряну. Пойдемте. Именно в этот момент я вспомнил мультфильм про Винни-Пуха, который застрял в норе у кролика. Повторять судьбу Винни мне не хотелось, так как помощи ждать в лесу неоткуда. Поэтому лучше снять рюкзак и войти внутрь боком. Ну что, друзья, смог я залезть в эту земляночку. Действительно очень узкий проход. И даже в плечах мне немного узковато, не получается пройти.
Но, так сказать, хозяин-барин, поэтому ни в коем случае не осуждаю. Тем более, это первый опыт Виктора с канала «Лесные тайны». И обязательно, если вдруг вы еще не видели видео о строительстве этой землянки, то рекомендую зайти на его канал. Уже время 8 часов. И, конечно же, посмотреть, поставить лайк, подписаться на его канал и оставить какой-то подбодряющий комментарий человеку, чтобы Виктор продолжал работать в том же ключе и радовать всех нас, зрителей, в первую очередь, и в то же время таких вот путешественников, да, которые могли бы прийти случайно в это помещение, забрести в него и найти в нем уют, тепло. Я сейчас прошел порядка там 6 километров, поблуждал по лесу, благо повезло, и я нашел следы, по которым Виктор приходил сюда. Ну а сегодня в планах посмотреть, что это за место, переночевать здесь, провести время вдали от цивилизации, отдохнуть. Ну а за ужином с вами попробуем интересную консерву. Поэтому давайте садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Погнали! Дорога сюда была длинная и напряженная. И, осмотревшись вокруг, пришло время затопить печурку, чтобы наполнить это маленькое местечко теплом и уютом. Кстати, многие меня спрашивают, как я снимаю огонь внутри печи. Да так и снимаю. Кладу в печь свою камеру и на свой страх и риск оставляю, пока разгорается огонь. Да, рано или поздно до добра это не доведет. Но мне и самому нравятся такие кадры. Ну что, вы засекли время? 30 секунд камера была в печи. Запишем. 30 секунд и камера не сгорела. В следующий раз попробую подольше. Вот-вот. Кстати, именно об этой торчащей жерди меня предупреждал Виктор. И заодно попросил спилить ее, чтобы она больше не мешалась.
Топить чужими дровами – это, конечно, хорошо. Можно все сжечь и ничего не оставить. Но по неписанным законам леса, если ты пришел в чужую избушку, то будь добр, оставь после себя тот же запас дров, какой и был. А пока пилишь дрова, можно и подумать о чем-то. В эти моменты вовлеченности в рабочий процесс как будто бы отключаешься от всего и погружаешься полностью в свои мысли. Да, время в лесу идет совершенно иначе. И совсем скоро уже станет темно. Да, пока пилил дрова, я и надумал сделать внутри домика полочку. Почему бы и нет? Места внутри и так мало. А так хоть какие-то предметы не будут мешаться на столе во время готовки. Смотрите, без единого гвоздя получилось полочку просто в распор воткнуть. Я не знаю, она, может быть, упадет со временем. Сейчас посмотрю, если здесь гвозди найду, то прибью гвоздями еще. Предварительно, конечно же, все это было согласовано с Виктором, с хозяином этой землянки. Я его видео смотрел прямо перед выездом сюда. Последних 3 видео посмотрел, спросил у него, что можно сделать, на что он, как так сказать, не обидится, да? И, может быть, даже что нужно сделать. То есть полочку однозначно, она здесь прям просилась. По-хорошему, надо бы, наверное, и еще одну сделать где-нибудь, чтобы вот... Да хотя зачем, сахар можно вот так сюда убрать. О! И не мешается, да? Соответственно, чай вот так вот сложу.
Все, стол можно подмести. И я так думаю, еще где-нибудь рядом с печкой надо вкрутить, высверлить отверстие в балке, например, вот в этой, да, и вбить сюда длинную такую жерть, ну, на которой можно будет вешать перчатки, и на ночь я еще повешу сюда сапоги подсушить. Сушилка, короче говоря, для вещей пусть будет. И сейчас еще надо сразу подсвечники сделать, кстати говоря. И в принципе все. Заготовить дровишки, и можно уже отдыхать. Много дел здесь делать не буду, потому что, во-первых, я сюда ехал 6 часов за рулем. Время уже сейчас 6 часов по их времени, да, по московскому. А по самарски это 7 уже вечера. Соответственно, в 7 утра я встал, выехал из дома в 7:30. И, сами понимаете, дорога длинная тоже, ну, как бы хочется и отдохнуть. Конструкцию данных подсвечников я подсмотрел у кого-то в видео. Сейчас уже не вспомню у кого, да это и не важно. Все максимально просто и эффективно. Свечка точно не упадет. Соответственно, можно не переживать за безопасность ночью. Чтобы не тратить заряд своих фонарей, как раз во время сна у меня всегда горит 1 или 2 свечи. Так ночью удобнее ориентироваться внутри землянки и подкидывать в печь дрова. Печка, конечно, для этого помещения, мне кажется, слегка великовата. Ну, это мое мнение. Возможно, я, конечно, преувеличиваю. Сейчас попробую еще тягу убавить. Здесь еще, видите, шибера нет. То есть был бы шибер, можно было бы чуть-чуть прикрыть. Прикрыть выход дыма, то есть чтобы дрова в печку не улетали через трубу. Показывает 11,9, но это вранье, совершенно точно. То есть, ну, здесь, я не знаю, градусов 25. То есть, просто там стена холодная, 11,8 даже уже, ну, около окна висит термометр. Печка большая. Даже у Вовки, последнее посещение моей землянки было, да, последний раз, Вовка с канала TheVovka.com, даже у него печка была меньше. Но там у помещения было чуть больше. Если та землянка была микроземлянкой, то эта землянка, я даже не знаю, как ее назвать в сравнении с Вовкиной, да? Я думаю, действительно, это и есть самая узкая землянка. Я у Вити спросил, говорит: Вить, ты не обидишься, если я так ее назову в видеоролике? Как бы, да не, все нормально, Лех. Но поэтому, раз хозяин не обижается на это, то давайте, пожалуй, так и назовем: самая узкая землянка. То есть проход действительно такой настолько узкий, что, ну, вот я бы не сказать, что там какой-то здоровый, да, но мне с моей шириной плеч тяжело пройти. Я с рюкзаком вообще не смог зайти, то есть я рюкзак снял, и вот сейчас я его занес, уже повесил, нес впереди себя в руках. И опять же пришлось немного полубоком идти. То есть это такое маленькое гнездышко посередине глухого леса. То есть дом под землей, например, мой, да, он огромный, в нем комфортно разместиться, очень, большая площадь, можно что-то разложить. Но вот именно вот этот вот какой-то уют земляночный, вот лучше всего он проявляется вот в таком строении. То есть человек, проходящий мимо,
с коробком спичек и даже без пилы сможет здесь согреться, отогреться и прекрасно провести время. Достаточно просто найти какую-нибудь сушину, тонкую, там, сантиметров 5-7 в диаметре, наломать ее об другие деревья, да, с помощью рычага, покидать в печку и наслаждаться, получать удовольствие от тепла. И, кстати говоря, насчет Telegram, да, не забывайте, что у меня есть Telegram-канал, в котором вы можете мне задавать напрямую вопросы, и я постараюсь на них отвечать.
Вот такая вот тушенка из Беларуси. Спасибо Андрею. Фамилия, блин, забыл. Кашкан, по-моему, что ли? Андрей Кашкан. Вот написано Аршанский мясоконсервный комбинат. Ни разу в жизни козлятину не пробовал. И сегодня такой шанс у меня выпадает. Хочу сварить гречку и, соответственно, размешать ее с козлятиной. Сегодня вообще без изысков, потому что, потому что в походе, потому что в новом месте, да. Вот. Ну, для красоты взял, конечно же, мандарин, огурец, но это так, чисто для красоты. Украсить стол. Отвариваю гречку, вскрываю банку тушенки с козлом, с козлятиной. И, собственно, все это дело просто перемешиваю. Соль, специи по вкусу. Ну и огурец, мандарин для атмосферы. Погнали, посмотрим, что же здесь внутри. Это просто великолепно. Козлятина вполне достойная тушенка из козлятины. Я не ожидал. Думал, что-то будет такое непонятное, но нет. Тушенка из козлятины имеет место быть. Если вы никогда не пробовали, то обязательно попробуйте. Ну, при любом удобном случае, конечно же. Обалденно. Очень вкусно. Вот и подошел день к концу. На столе я оставил нож и перцовый баллончик. Ну, на всякий случай. Чуни, шапку и варежки повесил сушиться. И теперь, сытый и довольный, могу любоваться в маленькое окошко, глядя на ночное небо. На ночь я решил подсушить 2 полежка. Ну, мало ли придется растапливать печь, если станет холодно. Но я и представить себе не мог, как сильно ошибался. Что, друзья, доброе утро. 11 градусов тепла в землянке. Но ночка была прямо такой себе. Короче говоря, я по глупости пакет с едой повесил очень невысоко на дерево. И ночью приходил в леса, то есть часа в 2-3 я вышел, слышу, пакет шуршит. Прогнал ее. И пакет уже перевесил там, где лыжи поставил, прям намного выше, 2 метра на 2,5. Благо медведи сейчас в спячке.
Если только шатун какой-то может быть в лесу. А здесь, кстати говоря, медведи есть в этих лесах. Вот. А потом ночью здесь еще мышка где-то все бегала. Она все вон там вот шуршала, где у меня рюкзак висит. И там, как она, на стол такая скатерка. Я ее туда положил. Но мне она не понадобилась просто. Вот. И вот что-то она там бегала. Вон она даже, эта скатерка наклонена сейчас. Хотя Виктор сказал, что мышей здесь нет у него, но все-таки есть. Просто сумасшедшая печка, сумасшедшая, ребята. То есть, ну, такое помещение маленькое, такая огромная не нужна, я так думаю. Потому что мне было, ну, просто пипец как жарко. То есть часов до 3, пока она топилась, я вот, ну, реально говорю, я в одних трусах лежал на спальнике. И то с меня 7 потов сходило. Я там окошко открывал, дверь открыл. То есть я каждый час просыпаюсь в поту, там, надо окно открыть. Вот пока до 3 часов где-то она работала, печь, был просто дурдом. Потом уже она начала гаснуть. Ну, как бы дрова надо закинуть. Я думаю, да ну я нахрен. Не стал уже дрова закидывать. И просто в спальник наконец-таки прыгнул уже, да, ну, в термобелье. Еще и шапку надел, подстраховался. Вот, но зря подстраховывался, 11 градусов тепла, нормально. Здесь можно баню, кстати, сделать, наверное, реально принести сюда камней. Ну, вот кирпичи лежат, да, так камней таких специальных, на которые можно водой плескать. Собираю вещи и выхожу на улицу, и уже будем с вами прощаться. Ну что, дорогие зрители, спасибо огромное, что посмотрели этот видеоролик до конца. Спасибо большое, что подписываетесь на канал, те, кто не подписан, за то, что ставите лайки под моими видео, за то, что пишете комментарии. И хотел бы вас попросить, обязательно зайдите на канал «Лесные тайны», подпишитесь на него, поставьте тоже лайк, напишите тоже комментарий. Ну и спасибо Виктору за то, что он приютил меня сегодня этой ночью. А вот, знакомьтесь, как раз и Виктор. Да, всем привет. С канала «Лесные тайны», в чьей землянке я сегодня и переночевал. Виктор, вот тебе мой презент. Пили контент бензопилой. Вот. У меня точно такая же домик под землей лежит. Уже год пользуюсь, все нормально. Работает. Спасибо большое тебе. И у меня для Алексея тоже есть маленький презентик. Ну, тут чисто чувашская продукция, показывать не будем. Спасибо тебе за то, что посетил землю. Спасибо тебе большое. Ну, а мы тогда пойдем сейчас в поход. Поищем одно интересное местечко. Там тоже, кстати, давно не видел. Есть канал «Походы с дедом», а это новый канал «Походы с Виктором».